Привет, друзья! Меня зовут Павел, вы на канале Nordkamin.by. Сегодня мы снимем обзор стальной печки от компании Ramatop Laredo T04. Как вы видите, печка достаточно современная. У печки Laredo очень много модификаций. В данном случае это модель T04. T означает то, что у нее есть нога. Эти печи поставляются с разными вариантами отделки. В нашем случае это песчаник. Это печка средних размеров. Для помещений там, квадратов 20-35 до 40, я думаю, до 40 квадратных метров. Как я уже сказал, эта печка облицована песчаником. Есть еще варианты, в общем, эта печь еще может облицовываться камнем талькомагнезитом, кафелем, при этом большое количество цветов. И самая недорогая версия — это когда печка просто стальная, металлические стальные листы. Масса печки 128 килограмм, высота ее метр, ширина 50 сантиметров, а глубина 40. То учитывайте, что вам нужно будет от стены отступить не менее 10 сантиметров. При этом нету абсолютно никакой разницы, стена из дерева либо она из бетона. Laredo так спроектирована, что в любом случае расстояние одно и то же. Печь может подключаться как сверху, как вот в данном случае, так и сзади. Выхлопной патрубок чугунный, патрубок, естественно, вращается, поскольку печка вращается. Вот. Ну, соответственно, вы понимаете, что если мы подключаем печку сзади, то печка уже вращаться не будет. Как видите, задняя панель — это металлический стальной лист, где-то в районе 1,5 миллиметров толщиной, но это не является частью камеры. Это лист для того, чтобы защитить печку, точнее стену, от излучения камеры сгорания. Между камерой и этим листом проходит воздух. Воздух заходит вот здесь вот внизу, здесь есть отверстие, проходит вверх и охлаждает заднюю стенку. А здесь вот из этих двух отверстий выходит уже горячим. К слову, эта печка греет излучением от стекла, греет излучением от корпуса, в том числе от камня. Вот. Ну и один еще из способов передачи тепла — это конвекция, теплый воздух. К тому же хорошая опция этой печи — это то, что у нее есть патрубок для подключения внешнего воздуха на горение. Он находится в ноге. Вот здесь вот продавливается металлическая панель и подключается труба. Одна из фишек этой печи — это то, что она может вращаться. Здесь отводится рычажок, достаточно много отверстий. Вот, печка сама фиксируется. Для того, чтобы печка вращалась, она оборудована выхлопным патрубком, который вращается тоже на подшипниках. Он, как у всех печей Ramatop, чугунный, диаметр патрубка по наружу 150 мм. Патрубок просто перекручивается. Вот здесь вот есть два болта, они выкручиваются, патрубок сюда перекручивается, а на это место ложится декоративная
декоративный блинчик из песчаника. Вот он поставляется в комплекте с печкой. Вот сюда вот ложится. И вы получаете полностью практически цельную панель из натурального камня. В комплекте с печкой идет инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, рукавица. Вот она. Вот такая из хлопка. Все потому, что ручка у печи греется. Камера сгорания у печи герметичная. Ручка из нержавейки, такая вот блестящая. И регулятор у печки один, тоже из нержавейки. Вот такой вот симпатичный регулятор. Вытягиваем полностью открыто, закрываем закрыто. Регулируем вот в этом пределе. Стекло гнутое, жаростойкое и по периметру тонированное. Воздух в камеру сгорания подается из двух мест. Часть воздуха поступает снизу через колосник, а основная порция поступает сверху на стекло. Таким образом, собственно, это называется система омывания стекла. То есть стекло у вас будет более чистое. Шнуры проложены везде. Один шнур в двери, который примыкает к топочной камере. Обращаю, кстати, внимание, редкое вообще решение для печей. Этот шнур находится в металлической оплетке. Что дает металлическая оплетка? Она реально продлевает очень сильно жизнь. Такая вещь, ну, очень полезная. Вам реже надо будет менять шнуры. Также уплотнительные шнуры есть по всему периметру стекла, между стеклом и дверью. Часть воздуха подается снизу через колосник чугунный. Вот этот вот блин, это кусок чугуна, можно его достать, посмотреть. К слову, прилично весит, килограмм 15-100%. Очень удобный, очень глубокий. Камера сгорания футурована шамотом, вот, в том числе и каминный зуб. Масса шамота это где-то порядка 32 килограмм. В общем, воздух, который поступает сверху, это основная порция воздуха, он идет таким образом. Поступает снизу в ногу, здесь по каналам поднимается, разделяется на два канала, вот один справа, один слева, сверху они соединяются и вот отсюда дует уже на стекло. Но при этом обращу внимание, что он за время подъема подогревается, то есть в камеру сгорания воздух уже поступает разогретый. Еще одна хорошая новость, это то, что дверь дожимается в трех точках. Вот здесь, здесь и вот здесь. Ну, соответственно, ответные части, вот они. Двери закрываем, и закрывается она очень плотно. Никакого люфта, то есть просто намертво, можно сказать. Производителем заявлена мощность от 2 до 6,5 кВт, номинальная мощность это 4 кВт. Вот, при этом при номинальной мощности расход дров 1,3 кг. Ну, это два небольших полена, которые будут гореть час. Естественно, номинальная мощность, она 2 полена будет хорошо гореть вот на второй закладке, точно не на первой. Первую закладку рекомендую делать побольше, чтобы печка хорошо прогрелась. Вот, как и все печи Ромотоп, Ларедо это высокоэффективная печка. Это печка, которая обладает коэффициентом полезного действия больше 80%, имеет класс энергоэффективности А+. Производитель рекомендует использовать дрова длиной 25 сантиметров.
Возьмем рулетку и померяем камеру сгорания. Поперек здесь где-то порядка 26 сантиметров, то есть полено 25 сантиметров ляжет легко. Легко. И вдоль это где-то 31 сантиметр. Вот, у меня есть два полена. Одно 26, второе 33. Вот, берем 26-сантиметровое, так без проблем ложится, так чуть-чуть не хватает ему. То есть, да, реально нужно использовать не больше 25, ну, если класть поперек, хотя это вообще не обязательно, если что, можно и вертикально. А полено 33, оно сюда не влазит. Вот только если вертикально, либо немножко на бочок. Ну, в общем, для этой печки нужны небольшие поленья, поэтому заготавливайте их заранее. Печка подходит для домов с системой рекуперации, потому что у нее есть независимая подача воздуха извне. Она не будет брать из комнаты воздух на горение. Вот, ну, собственно, печка вообще, это где-то на сегодняшний день цена этой печи где-то порядка 1500 евро. Вот, она идеально подходит для дома, для комнаты до 40 квадратных метров. Она в межсезонье способна отопить, подтопить дом до 100 квадратов, я уверен, налегке. Вот. За счет того, что печка обладает конвекционным кожухом, она еще и воздух, теплый воздух будет расходиться по всему дому. То есть печка греет. Пока горит, печка греет излучением от стекла плюс теплым воздухом. Основное достоинство этой печи, как я вижу, это ее овальная форма. Очень красивое тонированное стекло. Плюс, безусловно, то, что печка может поворачиваться, это прям очень классно. Вот. Пока горит, печка греет излучением от стекла плюс теплым воздухом. Вот. Ну и излучение от декоративных каменных панелей. Опять же, стоит отметить, что и эти панели, и футровка внутри, и шамота, они, собственно, участвуют в аккумуляции, и после того, как эта печка потухнет, она не остынет через час, так как это будет, например, с чугунной печкой, ну, часа 3 она еще будет теплая и будет греть. Все, спасибо большое. Спасибо, что просмотрели до конца ролика. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, я что-то упустил, что-то не рассказал. Я обязательно отвечу. Ссылка на саму печку будет в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!